Что такое керамическое покрытие? Для чего оно вообще нужно? Как часто его нужно наносить? Стоит ли его наносить раз в год? Сейчас мы с Ярославом ответим на все популярные вопросы по поводу керамики. Что такое керамическое покрытие и как оно работает? Здесь все очень просто. Полимерные соединения и компоненты, которые есть у нас в керамике, обволакивают лакокрасочное покрытие, создавая на поверхности тончайший слой пленочки, что и дает, условно говоря, защиту от воздействия внешних среды. То есть это химия, реагенты, в основной массе это в зимний период времени, когда вот эта вся грязь, слякоть, это все прилипает к лакокрасочному покрытию, вот как раз таки для этого и создана у нас керамика. Смотри, Ярослав, тебе в течение года приезжает большое количество автомобилей. Есть те машины, которые покрыты керамикой, те, которые покрыты воском, те, которые покрыты кварцевым покрытием. Есть какое-то кардинальное отличие между ними? Да, срок службы, гидрофоб. А где интереснее гидрофоб? Интереснее на керамике. Керамика, у нее вообще угол схода капли с поверхности намного выше, чем у кварцевых покрытий и воск. Что лучше блестит, керамика или твердый воск? Ну, как по мне, керамика. Да. А бытует мнение, вот, что воски. И один самый главный нюанс, почему в большинстве случаев наносят конечный потребитель воск. Дешево. Первое. А еще самый главный фактор. То, что это можно сделать без полировки. Вот, это самое главное. То есть кварцевое покрытие и твердые воски мы можем наносить спокойной душой на неотполированный автомобиль. Но предварительно-то надо его подготовить. То есть сделать химчистку кузова. Обезжирить. Да. Защищает ли керамика от царапин и сколов? Нет. 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 Большое количество людей думают, что они нанесут керамическое покрытие на поверхность автомобиля и могут с ним делать все, что угодно. Но это не так, потому что, нет. Вот 10 лет этим занимаюсь, не встречал ни разу, чтобы вот ты нанес керамику, можешь по ней херачить всем, чем угодно, и у тебя ничего не случится. Ни хрена. Есть видосы, на которых там, допустим, серенький цвет автомобиля, показывают, как он не царапается. Это полный бред. Взять определенный свет, подойти под определенным углом, и вы увидите, что это лакокрасочное покрытие также царапается. Единственный способ, чтобы машина не царапалась, то есть лакокрасочное покрытие, это заклеить полиуретан. Либо раптор там нанести, но раптор наносить, не знаю, это не по мне. Как подготовить автомобиль перед нанесением керамики? Делаем первую, вторую фазу, потом битум, потом смываем битум первой фазой, потом наносим состав аэро и вторую фазу. Нужно ли использовать глину? Да, нужно использовать глину, чтобы удалить въевшиеся крапления, которые остались у нас после химчистки кузова, потому что после химчистки кузова процентов 10-15 может остаться частичек. Это из-за того, что они находились очень долгое время на поверхности лакокрасочного покрытия, стекол, там, резинок и тому подобное и так далее. Поэтому необходимо перед полировкой внимательно осматривать автомобиль после химической очистки кузова, и все будет шикарно. Но раньше-то как мы это делали? Ты помнишь? Какой битум, какой аэро? Взяли глину. Ну да, было такое. Так и было. Никто раньше так не подготавливал автомобили. А сейчас для чего это делается? Это не делается не для того, чтобы просто продать вам много химии, или это делается для того, чтобы сохранить круги, которыми вы потом будете пользоваться, не накосячить на автомобиле, потому что вкрапления, которые у нас остаются при полировке, вы их начнете разносить полностью по всему автомобилю, расцарапывая его и добавляя себе просто работы. Поэтому чистим кузов, потом проходимся глиной, но это делается исключительно перед полировкой. Потому что после глины в любом случае надо будет немножко пробежаться, полирнуть автомобиль. Почему? Автомобиль необходимо полировать перед нанесением керамики. Керамика — это тончайший слой, он измеряется в нанометрах. Это очень-очень тонкий слой, и если будет неровная поверхность у нас, а она в любом случае будет неровная, потому что есть царапинки, именно поэтому необходимо приводить лакокрасочное покрытие в идеал, чтобы оно было гладкое, чтобы у нас покрытие легло равномерно по всей плоскости, а не где-то какими-то клочками. Если этого не делать, керамика просто-напросто не закрепится на лакокрасочном покрытии и проработает не так, как написал производитель. Нужно ли автомобиль обезжиривать перед нанесением керамики? В любом случае, да. И даже если вы отполировали автомобиль, загнали, помыли, потом заехали в бокс, условно говоря, высушили ее, и типа того не надо обезжиривать. Обезжиривать в любом случае надо, потому что
даже после мойки в моющих составах есть компоненты PAF. Они бывают липучие. Мы же пользуемся разной химией, производителей очень много, компоненты играющие, поэтому обезжирить в любом случае надо. Но учитывать еще нужно смазывающие компоненты полировальных паст, компоненты, которые внутри находятся, они достаточно липучие и филингующие. Ну, кто знает, что это такое. Поэтому обезжиривать в любом случае надо. И желательно вообще в 2 этапа. Антисиликон продается во всех малярных магазинах и спиртовая обезжирка. И будет тогда счастье, и керамика будет офигенно работать на лакричном покрытии. А знаешь, почему у нас нет антисиликона? Потому что дядя Саша создал такую обезжирку, которой не нужен антисиликон перед. Это единственная в мире обезжирка, которая убирает что ты материшься. все вообще. Я это не просто так говорю, потому что конкуренты говорят, они не могут сделать такую обезжирку. Что делать, если на кузове автомобиля ранее был нанесен твердый воск или кварцевое покрытие? Ответ прост. Когда вы будете делать химчистку кузова, это все само просто слезет. Если нанесена керамика, и человек хочет ее, так сказать, обновить, то здесь нужно делать легкую коррекцию лакрасочного покрытия в зависимости от повреждения автомобиля, потому что эксплуатирует автомобиль по-разному, а вот уже как эксплуатировать автомобиль после нанесения керамики, это другой вопрос. Можно ли наносить керамику на свежепокрашенную деталь? Нет, ни в коем случае нельзя. Через сколько это можно дело сделать? Через 1,5-2 месяца. Именно в этот промежуток растворители, которые есть в лаке, выходят с поверхности только что окрашенной, свежеокрашенной. Именно поэтому нельзя наносить. Что может произойти? Может произойти, что внутри краска перевернется, это зависит от цвета. Если знаешь, какой цвет, пиши в комментариях. Может просто помутнеть лак. Там перечислять можно до бесконечности. Поэтому наносить на свежепокрашенную деталь ни в коем случае нельзя. При какой температуре наносить защитные покрытия? Влажность и все это дело. Все составы, которые есть, вот в любой состав, который мы возьмем, твердый воск, жидкое стекло, керамика, кварцевое покрытие, оно должно наноситься при температуре 22 градуса. Это стабильная температура для того, чтобы у нас компоненты, которые там есть, правильно распределялись по поверхности и образовали пыленочку. В керамике важно учитывать влажность в помещении, то есть до 55%, чтобы была влажность. Если мы говорим о твердом воске, то он наносится при 65-70% влажности. Нужно смотреть как бы от рекомендаций от производителя. Если говоря о кварцевых покрытиях, которые наносятся на мокрый кузов автомобиля, то они наносятся на мокрый кузов автомобиля, их можно носить где угодно. Главное, чтобы автомобиль был влажненький, мокренький. Ярослав, как ты думаешь, вот сколько будет стоить нанести самостоятельное керамическое покрытие где-нибудь в гараже? Ну, вот примерно сумму хотя бы в голове. Ну, это чтобы мне купить химию, да, все. Да, битум, да, прям айрон, полностью, все, да. Первую фазу, вторую фазу, битум, айрон, глина, губки пористые, ведро, кисточки, щетки, фибры. 12 плюс уже ушли. Фибр много там надо. Много? Ну, любишь конечно. фибры использовать? Да, новые, да? Не стиранные, новые. Скотч, машинка полировочная. Одна хотя бы? Ну, хотя бы. Раньше одной только полировали, очень давно. Да. Рукой? Да. Так, машинка, пасты, обезжирка, керамика. Короче, ребят, все, что сейчас Ярослав перечислил, в зависимости от производителя, это будет от 25 до 50 тысяч рублей. Сколько стоит нанесение керамики в детейлинг-студию? Все зависит от того, какая это керамика, двухкомпонентная, однокомпонентная, что делают перед нанесением этой керамики, ну, какие процедуры, как полируют, чем полируют, какое помещение, ну, типа аренда, все дела, там это все учитывается. У нас в студии один слой 10 тысяч рублей, минимум, максимум. Мы наносим 2 слоя, поэтому 20 тысяч рублей плюс полировка 15, 20, 30, все зависит от автомобиля, от сложности работы. Нету четких там, типа, вот столько и все. Седан может приехать за 40 тысяч рублей, все эти процедуры сделать, а внедорожник приехать за 30 тысяч рублей сделать. Все то же самое. Все зависит от состояния автомобиля. Повышает ли керамическое покрытие стоимость автомобиля, когда мы его продаем? Я думаю, что да, в любом случае, потому что в первую
очередь, это вид автомобиля. В любом случае будет выглядеть как новый. Это самое основное, что мне сейчас пришло в голову, а ты можешь в комментарии написать свое видение по поводу этого вопроса. Сколько слоев керамики нужно наносить на поверхность лакрасочного покрытия? Ребят, все зависит от производителя. Есть составы, которые могут друг к другу прилипать через определенное время, то есть последующий слой наносится через час. Если состав сам к себе прилипает через час, то да, можно. Если не прилипает, то нельзя. Есть керамики там 4-5 слоев, есть керамика, которая в 1-2 слоя наносит. Это все от производителя зависит. Наше керамическое покрытие можно нанести в 2 слоя, но нужно учитывать временные промежутки, температуру и влажность. И можно нанести второй слой. Но по большей части второй слой наносится для того, чтобы не допускать пропусков. Может, ты где-то нанес, что-то там пропустил. Какого-то особого сильного слоения не будет. Защищает ли керамика от птичьего помета, тополиных почек и всего остального, что у нас сыпется сверху, так сказать, на автомобиль? Ребята, в птичьем помете содержатся очень жесткие кислоты. Там даже пленка полиуретановая не выдерживает, остаются пятна, очень глубоко внутрь это все проникает и оставляет ожог, именно ожог. То есть поверхность у нас начинает растрескиваться, вы ее никак не вернете. То есть здесь либо покрас, либо нужно вовремя просто это дело убрать. Ребят, керамика нам дает всего лишь немножко больше времени, чем нежели когда у нас автомобиль не покрыт ничем. По поводу тополиных почек. Это как растворитель. То есть он постепенно начинает проникать в структуру, тем самым ее разрушая. Нужно быстренько бежать и это дело убирать. Желательно у профессионалов, потому что если делать это своими ручками, можно оставить потом очень много царапин, и потом все равно придется ехать к профессионалам. Но если есть какая-то там спиртовая салфеточка по лакрасочному покрытию, можно попробовать аккуратно, сильно не давя. Если у вас не получается убрать, не надо давить. Съездите в студию, и вам это все быстренько, легко уберут без каких-либо последствий для вашего автомобиля. Стоит ли наносить керамику перед зимой? Как раз таки, ребят, перед зимой и нужно наносить, потому что создается грязеводоотталкивающий эффект. Это также антилед, то есть льда меньше будет у вас скапливаться на лакрасочном покрытии. И воздействие химии, реагентов, которые у нас на дорогах, намного будет меньше. Поэтому стоит наносить керамику не летом, когда все сверкает и блестит, у нас на дорогах нету такой жесткой химии, а именно перед зимой полировать и наносить защитные покрытия. Правда ли, что после нанесения керамики машину легче мыть? Да, ребят, именно поэтому наносятся защитные составы на поверхность автомобиля всего, да, на резину, там, на пластик, на лакрасочное покрытие, на стекла. На все это мы наносим защитные покрытия для того, чтобы это можно было быстрее и легче отмыть. Можно ли наносить керамику на матовые поверхности, пленку либо лакрасочное покрытие? Да, можно, но для таких поверхностей у нас существует специальная керамика. Либо называется мат, либо PPF, если мы говорим про пленки. Какие поверхности можно покрывать керамикой? Ребят, лет 12-15 назад, когда я это дело только начинал, можно было наносить только на лакрасочное покрытие и на стекла. Сейчас можно наносить на все, потому что ввиду развития технологий, компонентов, да, можно наносить на пластик, который с открытыми порами, который с закрытыми порами, на лакрасочное покрытие мягкое, твердое, супер мягкое, также на остекление, на резинки, на пластик. Для всего этого есть у нас составы, которыми можно это дело законсервировать на долгое время. То есть керамика подразумевает, что это консервация на долгий промежуток времени за счет компонентов, которые у нас там есть. Как правильно ухаживать за покрытым автомобилем керамикой? Здесь, ребят, нужно быть аккуратным, потому что я не хочу хаять мойки самообслуживания, роботы-мойки, но нужно хотя бы поинтересоваться, какая там химия, какой у нее уровень pH. А вообще, в принципе, сейчас, ввиду всего этого, да, ухода за автомобилем, потому что оно очень сильно развивается у нас в России, на большинстве моек тебе ничего никогда не скажут, если ты со своим поповиком, со своей химозой
просто нанесешь и воспользуешься их водой. Главное, чтобы это было, ну, в большинстве случаев побыстрее, да, чтобы ты нанес, смыл и как бы поехал дальше. Для того, чтобы ухаживать за керамикой, нужно примерно там pH 10, pH 11, но есть и бесконтактные шампуни, в линейке Detail есть, Balance Safe называется, он pH 9. Это как раз таки вот шампунь для того, чтобы ухаживать за покрытыми автомобилями. Воски, керамика, кварцевое покрытие. Керамика по своим свойствам держит pH 12-12,5, но все же бывает, что могут сказать 12,5 у нас на мойке, вот, пожалуйста, заезжайте там, а на самом деле там будет 13,5 или 14, что хуже, такое встречается. Это делается для того, чтобы машина хорошо отмывалась. Есть роботомойки, где используют как бесконтактный шампунь, так и шампунь, который потом гасит эту щелочь. Вот такие роботомойки можно ездить, но надо интересоваться, смотреть, наблюдать за этим процессом. Я не могу тыкнуть пальцем по всей России, сказать, вот здесь мойся, вот тут не мойся, потому что я сам не могу съездить на все эти мойки и посмотреть, залезть, так сказать, к ним туда в ящик, что они там наливают, непонятно. А так, если хотите, чтобы ваш автомобиль всегда был ухоженным, я рекомендую по возможности, конечно же, ездить в детейлинг-студии, в хорошие детейлинг-студии, где делают трехфазные моечки, чтобы ваши машины всегда были шикарные. Как часто нужно обновлять покрытие? Все зависит от того, что вы нанесли. Если это керамика, примерно раз в год. А там все зависит от эксплуатации. Если это кварцевое покрытие, 3-4 месяца и надо повторять. Но опять же, от того, как вы моете автомобиль, должны отталкиваться. То есть нету четких граней, я вам сейчас такой, все, вот раз в 3 месяца мы наносим кварцевое покрытие. Видите, что у кварцевого покрытия гидрофоб чуть подсдулся, можно взять дополнительно нанести. По поводу твердых восков, если вы готовы применять бесконтактные шампуни, которые ниже pH 9, то они у вас будут ходить очень долго. Твердый воск, он ходит полгода спокойно, если мыть бесконтактным шампунем с пониженным pH и ручной шампунь там pH 6, pH 5,5. Меры предосторожности, когда мы наносим керамические покрытия. В любом случае мера предосторожности: перчатки, ну это индивидуальная защита, можно одевать маски. Все зависит от того, проветриваемое у вас помещение или нет. Если нет, то я рекомендую одевать маски. Маску обязательно надо одеть, потому что когда вы наносите, все-таки это состав, который содержит в себе растворители. Растворители у нас испаряются. Условно говоря, можно сказать, это такая мини-покраска автомобиля. Вот. И как бы некоторые керамические покрытия имеют довольно-таки такой стойкий запах, от которого, ну, я, конечно, такого не встречал, но, возможно, если какой-то человек за 50 будет у себя в гараже наносить какой-нибудь там слишком пахучий состав, то может даже голова закружиться. В принципе, я думаю. У нас такого как бы не было, я такого не встречал. Дышать, некоторые, знаете, как делают, так открывают баночку, прям нюхают. Вообще никогда в жизни этого не делайте, вы можете просто себе что-нибудь сжечь. Учитывайте, что все эти составы, они идут на растворителях. По поводу General Quartz хочу сказать то, что там растворители не такие жесткие, но все равно, ребята, это растворители. Ну и вообще эта керамика, она дает сделать столько оплошностей, то есть типа даже новичок ее легко и спокойно нанесет, если у него где-то что-то, какой-то косячок останется, он это дело может подправить и все будет шикарно. Данный видеоролик мы с вами завершаем. Я уверен, что этот ролик был полезный. Если полезный, пиши комментарий, что было полезно. Если у тебя остались какие-то вопросы, пожалуйста, пиши, мы на них ответим там в комментариях. А может быть, даже снимем видос, если будет обширная тема. Так что всем пока, до новых встреч. С вами был Александр Шишкин, канал Detail Автокер. Через недельку увидимся.